Ребяшки, hello, как говорится, приветствуем вас в прекрасном Нижнем Новгороде. И сегодня обзор по заявкам. Наконец-то посмотрим автодом. 20 минут стояли, ни одной машины не было, и тут сразу две. Так вот, сегодня посмотрим с вами автодом. Да не простой автодом, а один из самых интересных, топовых, продуманных проектов компании Volga-Trade, который, как мне кажется, уже не нуждается в представлении. Дом на колесах с хамамом и гаражом-прицепом. Заказчик попросил так, что когда он там посидит в хамаме, подъедет на этой машине к озеру, дверь откроется, он встанет на ступеньку и нырнет в озеро холодное. Заказчик попросил, в компании сделали. То, что стоит за нами, это автодом 8х8 на базе грузовика МАН. Стоимость около 25 миллионов рублей. Прошу сюда. Там стоит еще один проект. 4х4, но стоимость около 12 миллионов рублей. Кстати, это отдельный обзор для ВК-видео. Шкаф с сушкой. Ну вот, здесь же тепло очень. Блин. О, да, мужики в гости пришли. Лень обратно идти. Оставайся здесь, чего нельзя. Специальная ссылочка внизу, однозначно рекомендуем посмотреть. Так а что, ребятушки, давайте сразу. Вот стоит Артем, а все вы знаете Артема. Сейчас микрофон, давай. Сейчас 55 секунд, повесим микрофон и продолжаем. Ребятушки, читаем интересное. Линейка Realme 12 Pro – это первый перископический телевик с зумом 3x и до 50 тысяч рублей. Речь об этой модели Realme 12 Pro Plus. Также у нас есть телевик с зумом 2x до 40 тысяч. Модель Realme 12 Pro. Но ближе к делу. Тестовое фото. Неплохо, правда? У обеих этих моделей основные модули флагманского уровня от компании Sony и с оптической стабилизацией. С такой камерой можно снимать даже на ходу. Также из интересного емкий накопитель, чтобы поместилось больше фото и видео, хорошая начинка, вот все спеки и премиальный дизайн, над которым работал известный часовой мастер Оливье Савелли. Realme 12 Pro, 12 Pro Plus, перископный зум, хорошая начинка и приятные ценники. Подробнее по ссылке в описании. Продолжаем. Этот прям клевый. Артем, рад видеть. Привет, Ким, привет. Расскажи самое интересное. Цены выросли. Цены подросли. Не подросли, они у вас выросли. Это немножко разные сущности. Цены выросли, да. Насколько? Выросли. В районе 30%. Офигеть. Да. Надо было заказывать у вас автодом. Надо было. С чем связано? Жизнь подорожала? Все растет, да, жизнь подорожала, все кругом дорожает. Обстановка такая, что новое шасси купить, иномарку в России тяжело. Имеется в виду иномарку вот МАН. О, Кирилл, ты что это было вообще такое? Он нормальный там? Жестко. Вологодские машины? Это молоко, что ли? Не знаю. Значит, но это было эпично. Так, это у нас иномарка сейчас считается. Мы можем купить отечественный грузовик, КамАЗ, Урал, ГАЗ. Далее мы можем купить китайское шасси. Без проблем. Новое, на гарантии. Да. Мы сейчас говорим, если кто-то из вас собирается построить автодом, все начинается с шасси. Конечно. Расскажи вот эту историю. Тоже не новая машина. Это не новая машина, это машина из Казахстана. А у вас по-прежнему казахстанцы заказывают очень много. Достаточно много. А привезена она была из Европы в Казахстан. Сложная схема. Есть люди, которые для них достаточно легко что-то купить в Европе. Да. Тем более в Казахстане. У кого это налаженная история, то есть они, да, я отправлю своего человека, он купит, привезет мне эту машину. Ну как-то вот у кого-то легко это решается. База в каком виде приехала к вам? Это был самосвал, были там какие-то испорченные подножки на этой машине. Что это за машина? Тойота? Это, мне кажется... Ярис японский, да. Праворульный. Кирилл, ты там опасно стоишь. Машины принципиально в Нижнем не моют. И Сан-Йонг. Я не уполномочен давать комментарии за всех. Про Шакман ты сказал, что это сейчас, если новый, да. Там видно его, один из неплохих вариантов. Это новая машина. Это новая машина. Которая официально продается. Официально продается, официально на нее получено одобрение типа транспортного средства. Можно выписывать ПТС с наименованием транспортного средства «Автодом». На базе вот этой машины можно построить годный автодом. Да. Вы хоть один построили уже на базе Шакмана? Строим 2. Еще 2 вот в очереди стоят. В отличие от легковых китайских автомобилей, грузовики достаточно много закупались уже давно для строек. Может быть, обращали внимание, строительная техника едет, там все китайские грузовики. Да. И это не последний год, это было уже достаточно давно, и люди какой-то опыт все равно имеют эксплуатации. И, скажем, именно этот грузовик у нас заказала компания, у которых есть уже эти шакманы, какие-то вахтовые автобусы, еще что-то. И они говорят, нам эти машины подходят, нам они нравятся, мы их можем рекомендовать, и мы себе еще там возьмем автодом на этом шасси. Так, давай вернемся к этому.
Начнем вот с этого. Что здесь планируется? Одна из главных фишек этого автодома — это вот это вот все. Что это будет? Да. Ну, машина вообще в целом сейчас не готова, там, ну, на 95% готова. Ага. Мы ее специально сейчас вывезли, вам показать, обратно Да. загоним в цех и будем На доделывать. Да. Во-первых, мы видим сзади дверь. А, вот. Это дверь, да. Кстати, То есть, да, мы такого вот не эта видели. конструкция, прежде всего, она трансформируется в балкон. Это такой двухметровый балкон. Вот Это до прям, сюда. это не техническое название, это прям балкон. Это прям балкон. Так. Здесь вот две секции. А, Они вот вот она так вот, одна из опускается одной сюда, два раза и одна сюда раскладывается. еще. Да. Перила нержавеющие, которые Офигеть. там по кругу обеспечивают безопасность. Им сверху маркиза, которая тебя накрывает. Получается, ты под тентом сидишь на балконе. Так это терраса прям Ну, настоящая. это терраса, да. При этом у него нет никаких ножек в пол. Да. То есть, ну, мы кладем их дополнительно, но можно эксплуатировать просто вот. Эта конструкция подразумевает перевозку 2 мотоциклов. Но здесь нету напольного покрытия, Да. нет эстетики, не крашено, еще ничего. Ну, вот, ну, показываем, как есть. Откуда такой запрос? Заказчик захотел? Да, да. Он и сам это придумал? Хочу Да, на автодоме балкон. А слушай, а он не завалится назад, если это опустится, колесо снизу, тут куча народу на Нет, мы балконе же с это, коктейлями. Конечно И же, он мы так, это пробовали. «Да, папа, надо будет Конечно же, мы встать». это проверяли не только в конструкторских программах, но и физически это тоже проверяется. Прям люди вставали и прыгали. Конечно. И вот это все не отвалится, не... Ну, вот на этапе производства фургона внутрь вот этой всей конструкции закладывались мощные металлические закладные сваренные. То есть рамка сваренная еще туда уходит. Там внутри. Да, внутри. Максимально мы под нее заложили закладные внутрь фургона, а потом уже вот мы долго это все разрабатывали, прорабатывали. Допустим, здесь лед, Грязь, где-то может быть да. грязно. Болото, да, да, речка. Да. Мы вот можем выйти и насладиться природой под крышей. Круто. Покажи, что еще. Мы только с балкона начали. Да, да, да. Это там Я просто 5% про него много всего. могу говорить. Ух ты. Так, а здесь вот так, да. Кто это делает? Это Вот, мы. вот всю эту конструкцию. Вот же написано Волга Трейд. Здесь она на магнитах крепится. Вот так вот. Все и на своих местах. У вас специально люди, которые занимаются в том числе механизмами для выдвижных мобильных кухонь. Конструкторский отдел, да. Причем кажется, что они примерно одинаковые, но мы их всегда подгоняем под размеры вот ящиков. Шасси всегда разные, приходится всегда все по-разному перечерчивать, переделывать. Из интересного еще очень мощная гидравлическая лебедка. Вот просто представьте, какой толщины кронштейн ее. А, и вот это какого она всё? размера, да. То есть Это действительно лебедка, которая сможет вот эти все вытащить. болты ее держат? Да, да, да. 30 тонн. Ага. То есть она действительно способна с этим автомобилем справиться в любых условиях. То есть там 16, по-моему, 16 миллиметров металл вот на кронштейн используют. Замки как будто легче открываются. Поменяли, что ли? Все улучшается. Улучшается, Всё- вот. Лебедка вот там, да? Да, ну вот ее видно, вот она. Нифига себе, это металлический трос, вот это вот. Очень дорогая вещь, я вам скажу. Сколько стоит лебедка? Ну, до миллиона, но вот близко к нему. Только миллион, только за Да, лебедку. да, да. А, ну вот как раз у нас генератор. Сейчас собрал. Он собрался есть 8 на 8, еще просто ребенок, чтобы вдруг... Где в Казахстане такие места? Ну, Есть, наверное. да? найдут. Генератор есть. Генератор есть. Здесь вот, наверное, у нас какой-то отсек, да, для хранения. Большой бак, здесь был Во! совсем маленький. Баккор.про. Сколько литров? 600 литров. 600 литров. 600 литров. Но оно не закрыто. Нам заказчик сказал, я не хочу вот фальшборд, я Вот. хочу максимально такую экспедиционную тачку. Здесь у нас что? Здесь у нас аккумуляторы. Два. Да. А ничего, что они вот так близко к холодному воздуху? Не Ну, важно? они стояли где-то здесь вот вертикально. что-то Они были рядом. здесь, Ну, да? Да, конечно. Ну, Ага. ну, на любом грузовике так. Если смотреть в салон, то мы его прохимчистили, что-то подправили, но супер глобальных изменений здесь нет. А ты что, кровать есть? А это мы уже установили. Кровать. Или не было. Но прохода снова нет. А вы говорили, А что здесь есть окно. это окно? Это, кстати, я внутри расскажу, это прикольная штука. А открывается отсюда или оттуда? Открывается это отсюда, а то оттуда. Тут два окна. Так а почему прохода нет? Ты говорил, что будете делать проходы. Вот два мана сейчас у нас последние, которые Так. ехали с переходами, да. То есть уже можно лазить туда-сюда. Да. Для того, чтобы попасть в фургон, нам необходимо сложить два задних сидения. Для этого требуется 2 нажатия на кнопку. Не правда ли? Классно, быстро и красиво. А за сиденьями скрывается
сэндвич-дверь с хорошим утеплением. Там, естественно, эластичный гофрированный туннель и еще одна дверь в фургон. Каждый человек сталкивается вот с этой дилеммой. Сделать планировку, которую он хочет, либо же в свою планировку переход подстраивать. Если здесь вот кухня, мы же не можем через кухню ходить. Сейчас посмотрим. Свет добавили, Да. люстру сверху, люстру здесь. Да. Это все было. И Да, лебедку и спереди. лебедка спереди. А радиатор вот так торчит, это ок? Здесь, скорее всего, еще какая-то накладка должна стоять. Будет, да? Да. Лестницу покажи, пожалуйста. Эта история не на каждый день, да? Ну да. Давай. Ну, в целом реально. Уже просто некуда больше эти лестницы ставить. О, смотри. Оставить здесь? Я говорю, мы ее выгнали только для вас. Так можно делать? Можно. Но только аккуратно, там, скорее всего, еще скользко. Круто. Ну, балконы вы не планируете делать на крыше? У нас сейчас такой еще один экстравагантный проект. Экстравагантный? В работе, да. Выход из фургона на крышу, и Ого. там разборная большая терраса с крышей, с диванами, там, со столом. Там будет интересно. Летом. Круто. После вас. Ну, пойдемте. Ага, лестница. Лестница тоже механическая здесь. Да, обычная лестница. А почему не электро? Ну, вот я говорю, все такое здесь утилитарное. Экспедиционное. снаружи. Да. Ого! Это из Икея какая-то. Здесь вот с дизайном немножко поработали больше обычного. Полочка для обуви. Да, тут есть такая ниша, она углубляется. Ого, шкаф. Мы прям в квартире. Совершенно другая компоновка. Volvo 6х6, тут был диван. Здесь получился, наверное, прям вот настоящий дом. Такой контрастный зеленый цвет, деревянные вставки. И при этом здесь сильный упор на то, чтобы было все функционально, каждый уголочек использовался. Скажи, пожалуйста, мебель. Откуда Да. вот это все? Откуда? Вот прямо оттуда, из нашего производства. Подожди, вот это все? Это вы сами делаете? Ну, конечно. Блин, вам может конечно. кухни делать по жизни? Так вот, Часто вот такого, знаешь, как не к хватает. нам приезжают люди, которые там занимаются мебелью, говорят, мы вот там своей VIP-мебель делаем, не всегда так же аккуратно, вот как мы видим у вас. Серьезно. Я бы у вас кухню заказал такой, знаешь, просто без автодома. У нас больше всего на производстве работает мебельщиков. Порядка, наверное, 10 бригад только вот мебельщиков. 10 бригад? Ну да, они небольшие у нас, там То есть по двойке, тройке, ну там до 30 человек мебельщиков так работает. Вот сейчас делаю ремонт дома у себя, да, и я прихожу куда-то, и мне говорят там, вот это надо 6 месяцев там ждать, там шкаф, например, да. Шкаф, не кухня, и в а то же шкаф. время к нам люди приходят и говорят, ну почему у вас там 6 месяцев целый автодом ждать? Ну, Да. индивидуальные машины, которые куча всего. Все относительно, конечно, всем хочется быстрее, но чем больше и более качественно ты начинаешь все прорабатывать и делать, конечно, на это тратится больше времени. Вижу дометик. Плюс этой микроволновки, то, что она работает напрямую от аккумуляторов, Да. без использования инвертора. То есть нам не нужно нагружать инвертор, Ага. она на 24 вольта, эта микроволновка. Так, что здесь? Давай поменяемся. Вижу, тут уже тоже. Можно я расскажу про окно? Давай. Окно, мы же видим кабину, видите? Ага. Это, кстати, идея тоже нашего заказчика. Ну, почему нет? В целом, если там открыть, можно передать воду, например, или сообщение. Сэндвич. Сообщение, Тут да. приготовил, да? Да. Но это вот Смс-ку. так работает в целом. Два окна. Какая-то связь прямая есть. Ну да. Ну, то есть этого не было, и там не было. Вы это вырезали. Конечно. Ага. Холодильник. Холодильник. Да, это холодильник. Да. Посудомойка вот здесь. Посудомойка, офигеть. Это вы опять выпиливали все? Да. Под да, чашечкой? Да. Это морозилка. 2 морозилки. Ну, здесь холодильник, здесь чисто морозилка. Слушай, а сколько тут аккумуляторов нужно, чтобы все это тянуть? 6 аккумуляторов. 6 аккумуляторов. Да. Где оно все стоит? Вот здесь, там спрятано под диваном. А доступ есть какой-то быстрый к этому? Ко всей Или- технике есть доступ здесь. Да, Тут это еще очень будет раз все не видели. подписано. Да, можете посмотреть, нам не стыдно за это. Да. Охлаждение даже есть. Да, она включается по датчику температуры Само. отдельно. Да. Вот все внешнее освещение. Здесь вот уровень серой, чистой, черной воды, 2 отопителя, энергосистемы. Здесь можно посмотреть заряд аккумуляторов, все прочее. А здесь у нас классические вес-контейнеры. Тут на самом деле нюансов много. Да, Каждый да. шкафчик открывать, где-то какие-то Да, крышечки, ну вот там защелочки, крючочки, это под полотенечко, это вот под эту секцию для раковины. Здесь выдвижные у нас шкафчики. Блин, у с каждым... Гриль. Гриль. С каждым новым автодомом у вас что-то новое. Да, новое, а вот новое здесь появляется. прикольно, знаете что? Вот ключа-то у меня и нет, а здесь треугольник. там спрятана печка. Смотрите, я сам ни разу еще не делал этого. Вот так вот. Жук.
Это прям дровами можно топить. Да, все. Блин, Вот она теплоизолирована, все здесь. Как в автодоме газ. Дрова лежат, много дров, пожалуйста, для розжига. И здесь у нас стоит печка, то есть каминчик такой. Романтик, почему бы и нет. Тут, смотрю, еще куча всего. Здесь Внизу. у нас электростол. Если мы вот так нажмем, он будет опускаться плавно. Ха. И также вот он опустится, Да. упрется в эти, и своей дополнительной секции упрется в пол. И мы уже сюда можем спокойно там что-то класть, вставать и мягкую секцию. Кстати, здесь прикольные диваны с такой антивандальной ткани, тоже первый раз делали. Антивандальная? Ну да, она так называется. Ее сложно повредить, она легко моется. Это тоже вы делали? Тоже Диваны? ваши? Да. Это кровать, мы сейчас видим. Да. То есть, когда оно опущено, подушки Да. кладутся, Да. тут еще 2 человека. А это в кровать превращается? Да, это второй ярус. Здесь прикольно решили второй сделать, ну вот это вверх поднимается, Нифига. секция. Ну-ка, Ну, это такой дополнительный. Так. И, хотел сказать, решили сделать во всей машине домашний выключатель, максимально, в общем, к дому приблизить эту всю историю. Ага. То есть здесь вот все выключатели света загораются и отдельно основное освещение. Вот эта дополнительная секция откидывается. Тут здесь есть ножки. И мы можем сесть уже вот все. 7-8 человек. Покажи, пожалуйста, Давайте. кровать. Она вот так берет и Клево. фиксирует. Но при этом бортика нет. Мы комплектуем съемными ограничителями для того, чтобы не упасть. Классические ящики, выход кондиционера. Здесь подсветка. И у нас теплый Здесь пол. Электрический теплый пол. А ты говорил, водяной еще вы Да, делаете? бывает. По всему полу идет контур из труб. То есть греется пол, греет батарея. Это такое доброе, получается, тепло. Здесь должна дверь. Первое деление на отсеки. То есть здесь мы можем вот этот отсек от этого отделить. Здесь тут вот эта красиво. зона. Блин, Да. классно. Подожди, еще одна кровать. Вот это тоже диван, который мы разработали. Сразу несколько функций выполняет. Во-первых, это просто диван обычный, да? Блин, живут же люди. Во-вторых, вот эта секция выдвигается сюда. Сейчас стол будет мешать. Здесь прячется вот этот столик, и ножка тоже выкручивается. И тем самым получается, вот смотрите, здесь 2 на 1,40 м. Кровать. То есть вполне двуспальная кровать. Детская, например. Двуспальная. Двуспальная кровать. 2 на 1,40 м. А, ну 2, да. Отдельно есть такое освещение, розетки, телевизор большой с саундбаром. Вот так вот выдвигается. Блин, ну вот это-то зачем? Это же Вот. денег стоит. Это все тоже Да, можно просто было самоделка. Все это. Оргстекло, да? Да. Сидел же специальный человек. Да. И выпиливал Вот на это вот все больше это всего вот. времени тратится. Да. Но это все с заказчиком мы обсуждали. Конечно. Все показывали. Даже такие вот детальки. Да. А как я помню, у вас мы смотрели, Полочки. был проект с баром. Здесь вместо бара стиральная машина. Вот она. Подожди, а это что за такая за модель? Микро, но... Килограмма 2, да, там? Главное палец. Ты как ловко палец убрал. Смотрите, Видимо, красиво. был, блин, очень круто. Большое дело. Я просто задумался о том, что в комментариях пишут 20 миллионов, да я сам сделаю за 500 тысяч. Да тут только одних вот этих вот изгибов, ручек, поворотных механизмов. Да, вот даже здесь, смотрите, здесь настолько тоже все плотно. Здесь пришлось зафрезеровать ручку внутрь, потому что не может дверь проехать. Ну вот тут такие детали. нюансы. Зафрезеровать ручку. Ну да, вот она бы ее задела, эту ручку. Я не представляю, если самому это делать, сколько вот это все. Да, вот под диваном есть сабвуфер. Под диваном Через есть диван сабвуфер. вот теплый воздух выходит. Погоди, вы в диване сделали воздуховод? Ну да, ну а как, куда ты его? Надо здесь запускать воздух. В диван воздуховод запилили? Да, Открывайте мебельный магазин, а? обязательно. И, соответственно, вот это хозяйская спальня. Розетки. Здесь и тепло идет, вот тоже оно сейчас идет чуть-чуть. Зеркало сюда просили, повесили. Подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 человек могут спать. 8 человек, ну плюс 1 в кабине. Ну 9 получается уже. Здесь у нас Сауны нет. яхтный унитаз. Яхтенный. Это прям Вот, важно. кстати, Да. хороший вопрос. Про сауну. Про яхтный или яхтенный. Ну, ребята делают даже сауны в автодомах. Даже в прицепах в отдельных, Да. да? А что-то давно не А смотрели. здесь у нас есть хамам. Блин, ну ладно, я думал прикол, а он тут есть и вправду. Да, тут же есть еще одна дверь. Ага. Красивый душ. Блин. Здесь у нас складная скамеечка. Ага. Она там расфиксируется и вниз. А пар откуда идет? Хамам. Пар идет вот из этой красной штуковины, да. Вот здесь как вот он- датчик температуры находится. Это датчик температуры? Да. И это та самая дверь, с которой можно выйти на улицу. Насколько это логично? Ну, Дверь в душе находится. Логично, Да, на террасе. конечно, нет. Да. Но если исходить из того, что душем пользуются не каждые 5 секунд, а потребность и желание сделать выход наружу хочется, нужно, либо через спальню, либо Да. через душ. В спальне, ну никак, совсем через Да. душ можно. Вот. Но здесь опять же еще будет такой трап деревянный, ну в лужах ты ходить здесь не будешь. Деревянный трап. Ну вот из такого же дерева, это африканское дерево, благородное, благостойкое.
Вот эти все вещи тоже мы же сами делаем. Это же не покупные все раковины и там. Ты видел, бумага черная, туалет. Черные биде с черным унитазом. И черная туалетная бумага. Да, вы, конечно, марку И здесь, держите. видите, ну такой интеллигентный, аккуратный переход. То есть здесь прям плитка, здесь ламинат, ну пластиковый ламинат. вот, это разные сущности. Да. Ну точно. старались тоже подбирать, чтобы это было больше, в общем, внимания уделять мелочам. Можно? Давайте. Там ничего такого, это просто, Блин, там самое интересное. узел. Это нагреватель. Да. А это все, ну, в общем, водный узел распределительный. Так, все вроде, ну, что-то мы явно не показали. Тут Ну, еще конечно, деталей конечно. много. Вот это, допустим. Об этом вообще ничего не сказали. Вот это что такое? Устройство для связи с кабиной. Я сначала хотел пошутить. Это что, типа интерком какой-то? Да, Это да, правда оно? интерком, да. То есть можно туда позвонить в кабину? Да. Отопитель, кондиционер? Это приемник кондиционера, да. А вот это вот? Это вот управление как раз столом. Вот. А, стол. Можно оттуда, можно с пульта управлять. Два Type-C варианта. уже начали ставить, да? Да, ну Новые? как же, все это много со временем нужно идти. Кстати, вот о нюансах и мелочах. Вот, например, вот здесь вот сделано углубление небольшое, да, в стене, только для того, чтобы сильно не торчали пульты, чтобы не сшибать их плечом. Ну подожди, это самый длинный, что касается вот одного кузова, не считая прицепа, автодом, который вы делали? Один из самых длинных проектов, Мгм. вот они все, ну там различаются 5-10 сантиметров. Самый длинный проект у нас еще впереди. Насколько больше, чем здесь? На метр еще. Это как Да. раз с выходом на крышу. Там, ну, там, Вот, блин. там тоже будет что посмотреть. Это когда будет? Ну, я надеюсь, летом. всё. Надеешься, летом. Может, обратно вернемся? Там как-то внутри сильно получше было. Так, значит, мы говорили о ценах. Видели недавно на YouTube видео, буквально вот, 24 год. Range Rover стоят. 29 миллионов Range Rover. Не какой-то топовый, не кастом, просто серийный автомобиль. И тут у нас вот такое. Сколько денег? Если мы возьмем, допустим, база 10, Вот это вот, ну низ. да, Новый Шакман или бэушный Ман получается. Шакман сколько стоит? 11 с небольшим. База Шакмана. Да, Новая машина. да. Вся надстройка до 20. То есть в целом до 30 миллионов. То есть это по цене Range Rover получается? Ну, получается. Вот так это и все. Да. Но при этом, говоря про эту машину, заказчик хотел брутальный экспедиционный внедорожник. Он хотел 8/8, это его мечта. И тем не менее у нас есть еще вот такое, которое стоит сколько? Дешевле. 2 раза. 8. Ну да. 8 миллионов. Это, ребятушка, отдельный обзор. Ждем ваш комментарий. Компания Volga Trade. Всегда приятно рассказать о людях, которые... Ну, песок вот вам годы идут, а песок вы как не сыпали, так и не сыпете. Вы уже увлечены строительством автодомов, да? Точно. Здесь не ходят, здесь ездят. Здесь, вот на такой технике. Жалко, цены подросли. Раньше это можно было еще дешевле купить. Буквально вот Да. совсем недавно. Да. Ребятки, ждем ваш комментарий. Автодом 8/8, один из флагманских топовых проектов компании Volga Trade, но мы скоро ждем еще более флагманских. Обязательно. С выходом на крышу и не только, да? Обязательно. Спасибо Спасибо большое. вам. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.